Всех приветствую! Сегодня будет немного необычное видео, как бывает каждый день. Будет и прогноз, и небольшое сравнение двух графиков. Относительно прогноза биткоина и его движения здесь ничего не изменилось со вчерашнего дня. Также идем вниз, никаких предпосылок к развороту, основной сценарий в силе. Теперь давайте посмотрим сравнение двух графиков, которые я изначально хотел вам показать. Сравнивать мы будем индекс доллара, сейчас немножко по-другому его добавлю. Сравнивать будем индекс доллара и биткоин. У них прослеживается явная зависимость движения цены, начиная с бычьего цикла прошлого года. Это довольно легко объясняется, с чем это связано. До этого движение у них было само по себе, никто от друг друга не зависел. Но сейчас, примерно с марта прошлого года, именно с той точки, где мы начали восходящее движение биткоина, именно с этой точки у нас пошла третья волна, которая до сих пор не завершилась. И примерно с этого же времени, с марта, у нас индекс доллара пошел вниз. Какая здесь зависимость? Когда индекс доллара падает, биткоин растет. То есть, если совмещать вот так графики, то видно, проторговка одновременно, биткоин пошел в рост, индекс доллара пошел вниз. Опять общая проторговка, биткоин пошел в рост, индекс доллара пошел вниз. Давайте посмотрим на 4 часах актуальное движение. То есть снова у нас биткоин вверх, индекс доллара вниз. Общая проторговка, индекс доллара вниз, биткоин вверх. То есть, анализируя оба этих графика отдельно, можно предположить, что когда растет индекс доллара, биткоин падает. Теперь давайте посмотрим их отдельно. Биткоин рассматриваем каждый день. По моему прогнозу мы должны падать. То есть индекс доллара должен сейчас расти. Какое число у нас? Примерно с 3 марта. Индекс доллара. Рассмотрим, что у него сейчас происходит. Вот он, последний импульс. С марта 2000 года развивается импульс 1, 2, 3, 4. И, скорее всего, еще один прострел вниз. Сейчас посмотрим. Расчетная зона третьей волны ударилась в верхнюю границу, после чего отскочила. Ориентировочная зона индекса доллара, завершение падения вот здесь. То есть примерно с конца сентября у нас началась пятая волна. Предположительно пятая волна. 1, 2, 3, 4, 5. Куда нам ее ждать? Так, это пока у нас промерять рано. Данное движение. Раз, два, три волны. 3 волны и 3 волны сюда. Сейчас мы попытаемся определить, где развернется индекс доллара. Вот его зона разворота. На часовиках еще поближе глянем. Если это не трансформируется в пятерку, здесь может быть пятерка. 3, 3, 5. Но если это завершится как тройка, то разворот достаточно близок. А что мы поняли из анализа корреляции графиков в начале видео? То, что когда пойдет индекс доллара вниз, биткоин будет расти, если корреляция сохранится. То есть у нас биткоин по прогнозу сейчас вниз, индекс доллара продолжит расти. Возможно, как раз таки пятерку здесь и дорисует. Но потом, если все волны построены верно и не будет никаких неожиданностей, наша дорога вниз по индексу доллара. А это очень хорошо для биткоина и для других валют, торгующихся к доллару. Какой вывод можно сделать после анализа двух графиков? Вывод напрашивается такой, что мы еще продолжим падение, но в любой момент можем развернуться и направиться в обратную сторону, как по индексу доллара, так и по биткоину. Но стоит понимать, если прогноз отрабатывает, то это большая вероятность, что это будет последний рост, после которого и биткоин, и индекс доллара развернется и начнется намного более серьезная коррекция. Куда она может продлиться? Если мы дотронемся хотя бы до внешней границы, то коррекция по индексу доллара может дойти до данных уровней. А это значит, что и биткоин может скорректироваться примерно на 50% от своего импульса. Данный импульс с марта по текущее время, плюс еще сейчас добьем, неизвестно сколько времени это займет, но вот этот импульс мы можем просто скорректировать наполовину в этот район. А по биткоину это, сейчас посмотрим, март. Где у нас был март? Июнь. Ну вот здесь март. То есть по биткоину мы можем получить коррекцию в район 30 тысяч. И это, кстати, все бьется
корреляция. То есть вот он, прострел по индексу доллара вниз, и вот он, прострел финальный по биткоину, после чего пойдем вниз, уполовинивать наш импульс. Биткоин до 30-очки, вот в эту проторговку пойдем, индекс доллара на свои уровни до половины. Ну и в конце быстренько глянем монетку VeChain, так как больше комментариев оставляли именно за нее и лайков поставили именно за нее. Так, что у нас тут из прошлого прогноза? Движение аналогичное, но, судя по объемам, оно не настолько критично, как общее движение. Два варианта оставлю. Это может быть так же, как завершение ABC. Пробили здесь расчетную зону, но дошли до нее, как и предполагалось. И мы идем вниз. Либо это 1, 2, 3, 4, 5. Подробнее глянем. Да, здесь объемы повышены. Это характерно третьей волне. Сколько она у нас здесь уже длится. Так, нет, троечка даже еще не завершилась. И я оставлю, конечно, вариант с тем, что мы сейчас пойдем наверх по VeChain, потому что, вижу это на графике. Есть факторы на графике, которые говорят о том, что мы можем пойти выше. Если анализировать рынок в целом и, конечно, рассмотреть на биткоин, который просто укатали вниз, я думаю, VeChain тоже пойдет вниз. Но если рассматривать как отдельную монету, то здесь больше она выглядит на лонг. Мы пришли вот сюда на уровень. Здесь был уровень сопротивления, он стал уровнем поддержки, мы на нем остановились. Если мы его, конечно, пробиваем вниз и спокойно идем ниже, то здесь ни о каком лонге уже не стоит говорить. Но пока, в данный момент времени, анализируя конкретно этот график и несмотря на другие монеты, это лонг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение касательно других криптовалют, зависимости индекса доллара от биткоина и наоборот. Всем удачной торговли и счастливо!